Искусство здоровья. Здравствуйте, друзья! Приветствовал класс Михаил Иванович, входя в аудиторию. Сегодня у нас одно из последних занятий в этом году по искусству здоровья. И мне бы хотелось послушать вас, какие полезные навыки вы получили, изучая этот предмет. Должен вам сказать, что снимки ваших излучений говорят о серьезных сдвигах в укреплении силы здоровья, и я вам желаю продолжить усилия в этом направлении. В вашем возрасте, когда вы достаточно здоровы, трудно оценить подобные усилия по всестороннему оздоровлению, но в будущем это вам очень поможет, и вы оцените наш общий труд по достоинству. Не зря в ряде духовных традиций советовали наблюдать за больными людьми, чтобы отчетливее себе представлять скоротечность земной жизни, ее постоянную изменчивость и активнее совершенствоваться, избавляясь от вредных привычек. Ну и, конечно, всегда нужно помнить, что развитие сострадания, как ничто другое, помогает сохранить наше здоровье. Содействуя исцелению других людей, мы исцеляемся сами тоже. Помните, как великие подвижники, горя любовью к страждущему человечеству, избегали самых заразных заболеваний. Огонь любви самый целебный, вы уже это знаете. Кроме того, вы уже почувствовали на себе, как способствует восстановлению сил, особенно в напряженное время групповая работа, как сохраняет и умножает силы, созвучие в коллективе, как благотворно влияет на всех групповое пение. По своему опыту могу сказать, что бывают случаи, когда созвучная группа является спасительным явлением без всяких преувеличений. Чем более дисциплинированным становится человек, особенно на уровне эмоций и мысли, тем на более дальних подступах он может предотвращать болезни. Малейшая мысль страха, сомнения может создавать зерно болезни. Учитесь внимательности к своему внутреннему миру, будьте на страже здоровья, и оно подарит вам долгие годы плодотворной жизни. Снимки человеческих излучений, искусство мышления позволили за последние 100 лет избавиться человечеству от ряда тяжелых недугов и значительно улучшить здоровье населения планеты. Не будем останавливаться, впереди еще много работы. Кто хочет начать? «Можно я?» – спросила Надежда. «Конечно». Маша уже догадалась, что Надя расскажет о своих успехах в выращивании и изучении влияния лекарственных растений. Она пару лет назад увлеклась этим занятием и выращивала в школьной теплице десятки видов под руководством Михаила Ивановича, который знал о них многое и часто на природе рассказывал о тех или иных травах, показывая их наглядно. Надя с такой любовью относилась к растениям, что ее посадки выделялись не только размерами, но и явно отличающимся качеством, показывающим, сколько любви вкладывает она в это дело. Одноклассники уже шутили: если Надя воткнет в землю сухую палку, то та непременно через месяц расцветет. А Маша и сама любила посмотреть на посадки одноклассницы, да и на плоды трудов других учеников. В теплице собиралась удивительная коллекция растений со всего мира. В то время, когда начиналась пора активного цветения, тут можно было многим восхититься, наслаждаясь букетом ароматов и расцветкой, и формой удивительных растений. Я хочу рассказать о тех наблюдениях, которые произвела над растениями, которыми питается мускусная кабарга. Как вы знаете, мускус – самый мощный жизнедатель, который производит организм этого животного. И питание кабарги, конечно, способствует выработке ценнейшего продукта. Благодаря Михаилу Ивановичу мне удалось получить ряд растений, которыми питается это животное, и вырастить их в достаточном количестве, чтобы убедиться и на своем опыте, насколько благотворно воздействие этих растений, как оно укрепляет силы и восстанавливает здоровье больных родственников. Тем временем Михаил Иванович вывел на экран снимки излучений Нади в начале и в конце года. Как показательно и наглядно было видеть укрепление сил организма. А Маша тем временем вспомнила, как сама советовалась с Надей и на себе прочувствовала влияние ее трав. Плантация валерьяны, которую выращивала одноклассница, всех восхищала своими размерами, и Надя снабжала этим важным для укрепления нервной системы растением десятки людей. Затем Надя рассказала об интересных наблюдениях над общением с растениями. Как растения не только сами активнее развиваются при общении с человеком, но и дарят ему ценное качество жизнеспособности натура валорис.
Какое же это интересное направление исследования – общение человека и растений, особенно когда появляются приборы, позволяющие фиксировать это воздействие на растения, видеть их реакцию. Если год назад друзья подшучивали над разговорами Нади с ее растениями, то сейчас и сами пробовали использовать для себя это занятие. Следующим был рассказ Олега. Михаил Иванович как-то сказал Маше, что у него все задатки серьезного ученого, показывая характерность его излучений. Мне очень понравилась работа со схемой нервной системы человеческого организма. Я повесил ее над своим учебным столом и каждый день уделяю время ее изучению. Это позволяет лучше понимать функционирование организма и приобщаться к миру высоких энергий человеческой мысли. Нервы – это связь с этим невидимым миром, и внимательное отношение к их работе укрепляет эту связь. «Я рад, что ты начал эту работу», – сказал Михаил Иванович. «Это значительно укрепило твои силы. Учитель показал разницу излучений Олега на экране. Твои успехи одни из лучших в классе. Надо будет тоже повесить у себя такую схему», – взяла на вооружение опыт одноклассника Маша. Света, выделявшаяся в классе своими музыкальными способностями, рассказала о своем опыте с духовыми инструментами, как даже 2-3 минуты игры на флейте позволяют не только успокоить нервную систему, но и восстановить силы. Маша часто слушала ее игру на переменах. Особенно здорово было в теплую погоду выбежать на перемене на улицу и покачаться на качелях под волшебную мелодию одинокого пастуха, которую так виртуозно исполняла Света. Маша видела у нее дома целую коллекцию флейт, на которых она исполняла прекрасные концерты. А блокфлейта всегда лежала в ее рюкзаке, ожидая удобного случая, когда хозяйка сможет на ней сыграть. Еще на меня произвела большое впечатление книга Инаят Хана о музыке, и в частности о ее влиянии на здоровье. А сейчас я заинтересовалась древними трудами об исцеляющих звуках. Да, друзья, не забывайте, как тесно связано наше дыхание с работой ума и нервной системы. Я всегда ношу с собой губную гармошку. Она не занимает много места и хорошо помогает переключиться и восстановить силы. Молодец, Света. Всегда рады твоей игре на флейте. Она вносит много радости и гармонии в нашу жизнь. Затем Александр рассказал о своих успехах в цветотерапии, как он выбирает одежду и меняет специально подобранные фоны на стене у своего рабочего стола, изучая, как в то или иное время влияют на него различные оттенки цветовой палитры, и как он, находя максимально созвучный, вдохновляющий и радостный цвет, ощущает прилив сил. Рассказал и о наблюдении над воздействием галереи с картинами Михаила Ивановича, которая стала настоящим кабинетом арт-терапии и пользовалась большой популярностью среди школьников и учителей. Даже родители иногда приходили ее посмотреть, наслушавшись от детей рассказов о ее благотворном воздействии. А Маша и вообще была в ней одним из самых частых посетителей, не только наблюдая за целительным эффектом, но и изучая технику живописи ее наставника. «Ну что, друзья, прервемся на нашу гимнастику», – сказал учитель, и все с радостью поднялись со своих мест. «Михаил, выходи, показывай упражнения». И Михаил вышел вперед и провел перед классом занятия цигуном. 5 упражнений быстро восполняли силы и позволяли использовать время урока с максимальной пользой. Михаилу явно больше всего в уроках искусства здоровья нравились эти упражнения, и он много занимался с Михаилом Ивановичем, оттачивая каждое движение и изучая, как оно воздействует на организм и позволяет накапливать психическую энергию. И теперь помогал проводить занятия, показывая все новые и новые упражнения. Можно теперь я расскажу? Давай, Владимир. Мне очень понравилось работать с чувством торжественности. Читая подборку об этом синтетическом качестве, я понял, как мне его не хватает и как оно помогает в работе над собой. Оказалось, что оно весьма благотворно сказывается и на очищении мышления, и на здоровье, и позволяет лучше понять, как связаны эти два процесса. Для развития торжественности я стараюсь создать дома среду. В частности, собираю изображения особенно близких мне великих людей, изучаю их труды и описание их жизни. Катя, ты, наверное, расскажешь о том, как можно использовать литературу. Да, вы правы. Я пишу рассказы из своей жизни, из жизни друзей и фантастику о будущем. И это творчество позволило сделать мне полезные наблюдения.
Даже такой начинающий писатель, как я, начинает относиться к событиям жизни как к сюжету, всегда отыскивая интересные моменты для своего творчества. И это позволяет воспринимать даже не самые приятные события спокойнее, уравновешеннее, понимая, что все это опыт, и опыт, позволяющий не только самому стать умнее, но и поделиться им с другими, помочь кому-то пройти те испытания, которые прохожу я, легче и увереннее. И это приносит свою радость в жизни, делает ее более ценной и осознанной, развивает наблюдательность и позволяет совершенствовать многие ценные качества. Нужно чутко внимать каждой приходящей в сознание мысли и не лениться их записывать, даже если они приходят глубокой ночью. А когда удается написать что-то красивое и полезное, ты ощущаешь, что внес лепту в укрепление поля культуры и оздоровление всего человечества. Сейчас я начал работать с преподавателями младших классов, и рассказы для детей мне в этом очень помогают. Видеть отклик радости в глазах детей необычайно вдохновляюще. Маша, твоя очередь. Расскажи о твоих находках и успехах. Я в этом году, по вашему совету, совершенствовал одновременно рисунок портрета и изображение себя в более совершенном будущем. Представляла себя, наполненной силами и знаниями, и старалась это отразить в работе. У меня накопилась уже целая галерея таких рисунков, и часть из них висит справа от моего рабочего стола. А я все время заменяю менее совершенные работы на более совершенные, как с точки зрения рисунка, так и с точки зрения передачи целебного мыслеобраза. И он оказывается действительно целебным. То чувство радости, которое мне удается заложить, потом воздействует и на меня, и даже на родственников, которые тоже с интересом наблюдают за моей галереей. Кроме того, чувствуя, что утренние часы более плодотворны, стала раньше вставать и раньше ложиться спать. В тишине и гармонии утра действительно можно многое успеть сделать и сделать качественно, тогда как вечером на фоне усталости часто приходится преодолевать лень. Еще я заметила, как был полезен ваш совет о легкой гимнастике перед сном. Пару минут легких движений помогают снять усталость и очень хорошо воздействуют на сон. Он становится легким и ясным, позволяя быстро восстанавливать силы, особенно когда к ним прикладываешь сознательный, духовный настрой на сон. Молитва и умение отложить дневные заботы очень помогают. Замечательный опыт, Маша. Я еще хочу показать вам, как изменились излучения Маши за прошедший месяц, когда она по моему совету начала активнее наблюдать за работой ума и дыхания. И советую всем больше подключаться к этой работе. Михаил Иванович вывел на экран между снимками излучений в начале и в конце года третий, который снял месяц назад. Разница была налицо. Вот вы сами можете оценить, как влияет большая гармония ума, спокойствие и равновесие на наше здоровье и не только физическое. А могло ли это быть влиянием других факторов, например, погодных, спросил Олег. Вопрос правильный. На наше излучение воздействует множество факторов. И приход весны, и большее воздействие Солнца, и нахождение на природе, безусловно, благотворно воздействует на наше здоровье. Но ряд признаков, о которых я вам еще буду рассказывать, несомненно подтверждают плодотворность работы над дисциплиной мысли. И я хочу в очередной раз вам напомнить, что наше мышление – это основа здоровья. Очищайте и возвышайте вашу мысль, устремляясь ко всему прекрасному. Внимательнее прислушивайтесь к вашему духу и организму. Глубже проникайте в мысль о том, что здоровье – это именно искусство, требующее сочетания множества знаний и умений. И будьте здоровы! Закончил урок Михаил Иванович, окинув взглядом своих учеников.